Командир тут у нас наверху сидит, выглядывает все время. Потому как из-за пыли нет никакой видимости механику-водителя. Это станция Янов, дезактивация территории. Здесь очень много было снесено временных построек, и в том числе дома не очень. Видимо, железнодорожники строили, не очень они капитальные. Но вот в данном случае эти дома он сваливает в траншею, вырытую под себя. Метод захоронения назывался «под себя». И вот этот ИМР, он должен выкопать траншею рядом, и потом этот дом столкнуть в эту траншею и засыпать землей. ИМР – инженерная машина разграждения. Она работает в тех условиях, когда трубы или железобетонные надолбы мешают продвижению танков. И этих машин очень много было. Они все на шасси танка сделаны, Т-72. Но разные машины были. Вот эта машина с круглой башней, она Аннушка называлась, в честь жены вот этого командира этой машины. Видимо, тоска сказывалась по дому у солдат. И есть даже фотография Игоря Костина, Игоря Феодоровича Костина. И эта фотография как раз вот у этой машины сделана. Там надпись на башне вот с той стороны, с которой нам не видно. И это надпись «Аннушка». Здесь кожа сгорела из-за того, что он работает в пыли, и эта пыль садилась в тех местах, где наиболее выделялся пот на лице. И эта грязь, она давала контактный ожог в будущем. Я подозреваю, что этот товарищ именно на лицо получил дозу излучения определенную. Какую конкретно я не могу, но за счет пылевого взноса. В Янове было, наверное, около кюри на квадратный километр активность. Мощность экспозиционной дозы, она может меняться, она исключительно неоднородна по территории, поэтому трудно сказать, какой. Здесь, наверное, где-нибудь 100 микрорентген в час. Вот такая мать могла быть. Могла и больше быть. Особенно вот загрязнены были крыши этих домов. А сейчас мы увидим, что крыша падает на нож и сползает со снегом. Вот та активность, которая на кровле была накоплена в течение весны и лета. Это где-то февраль месяц 1987 года. Вот здесь мастер где-то бродит.
или стоит, скорее всего, в месте, где меньше всего пыли. Считайте, что я был ответственен за эту работу. Вот до сих пор, мне кажется, запах вот этой штукатурки, которая разрушает Имр. Вот крыша, конечно, наиболее активна, наиболее грязна. Видите, какая пыль. Сначала была деревня Копачи. Это порядка 200 домов в этой деревне. Потом станция Янов. Здесь порядка 70 домов было захоронено. Еще деревень очень много закопали, но я затрудняюсь сейчас вспомнить название. Сейчас выросли деревья на этом месте. И, в общем-то, это мало чем отличается от настоящего леса.